Самые свежие новости на нашем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Всем привет! Ну вот и первые результаты угрозы тарифной войны с США. Министр транспорта и внутренней торговли Анита Ананд допустила устранение в течение месяца межпровинциальных барьеров в торговле. Это приведет к 15% снижению цен в стране. По словам федерального министра Аниты Ананд, правила, которые часто критикуют как барьеры в торговле между канадскими провинциями, могут рухнуть в течение месяца. После заявления, сделанного в порту Галифакса в среду, репортер спросил Ананд, можно ли решить проблему барьеров в торговле между провинциями и полностью устранить их за 30 дней. Короткий ответ на ваш вопрос – да, ответил Ананд, министр транспорта и внутренней торговли. Ананд предположила, что ее оптимизм основан на состоявшейся на прошлой неделе экстренной встрече премьер-министра Джастина Трюдоа с премьер-министрами. «Мы добиваемся невероятно быстрого прогресса во всех провинциях и территориях», — сказала она. Ананд заявила, что угроза введения новых пошлин на канадский импорт со стороны администрации Трампа сделала этот вопрос как никогда актуальным. «Мы переживаем поворотный момент в истории нашей страны и в будущем канадской экономики. Каждый министр за столом переговоров, как и я, как и наше правительство, чувствовал необходимость действовать сообща, воспользоваться моментом и сделать все возможное для снижения этих барьеров в торговле. Импульс ощутим, момент настал, и мы им пользуемся». Ранее Ананд заявляла, что устранение существующих барьеров может снизить цены на 15%, повысить производительность на 7% и принести внутренней экономике до $200 миллиардов. Устранение барьеров между провинциями в торговле до истечения 30-дневного срока, установленного Трампом для приостановки введения новых пошлин, стало бы выдающимся достижением и кульминацией работы, которая велась на протяжении нескольких десятилетий. В 1995 году провинции, территории и федеральное правительство официально договорились устранить препятствия в торговле между юрисдикциями. К таким барьерам относятся такие вещи, как запретительные ограничения на продажу алкоголя, технические барьеры, такие как стандарты веса транспортных средств, и нормативные барьеры, такие как требования к лицензированию и оформлению документов. В 2017 году соглашение о внутренней торговле было заменено канадским соглашением о свободной торговле, которое вновь обязало провинции прилагать больше усилий для сокращения бюрократической волокиты. Несмотря на эти соглашения и другие соглашения, заключенные между некоторыми провинциями, остаются правила, положения и стандарты, которые препятствуют свободному перемещению товаров и услуг из одной провинции в другую. Фактически, последний рабочий план Федерально-провинциального комитета, ответственного за устранение барьеров, перечисляет десятки пунктов, которые все еще находятся на стадии переговоров или еще не утверждены. Сюда входит общеканадский стандарт на яркую защитную одежду и ограничения по размеру и весу для транспортных средств и инспекции пищевых продуктов. Ну что же, новости обнадеживающие. И если это действительно осуществится, придется благодарить Дональда Трампа. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы получить самые последние и важные новости.